Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на одном из самых аутентичных районов Малаги. Это баррио Педро-Галехо. Сейчас вот этот пляж Педро-Галехо, и также к нему примыкает зона, которая выше пляжа. Там очень много различных таких небольших красивых домиков. Они почему-то все называются вильяс, то есть виллы. На самом деле это не виллы. Просто небольшой домик с своим очень маленьким участком. Потому что на испанском, если это вилья, то должно быть еще большое-большое пространство перед этим. Поэтому эти домики вообще имеют свое название, называется мат, если перевести как «убивает». Недавно только узнала это слово, именно в этом значении, что такие маленькие дома так называются. Ну что, сегодня я вам расскажу об этом районе немножко поподробнее, мои впечатления, какая тут атмосфера. Поехали разбираться! Этот район вообще имеет свою особенную атмосферу. Он находится между Баньяс-дель-Кармен и районом Эль-Пало. С одной стороны, Эль-Пало и Педро-Галехо – это очень похожие районы. Пляжи у них, в принципе, одинаковые. Такие много-много мелких бухточек, в которых очень классно купаться. Там небольшая глубина. Для детей, вообще для семей это идеальный отдых. Но Педро-Галехо район, он такой более причесный, как бы я сказала, покрасивее. Эль-Пало – это район чисто рыбацкий. Хотя первая линия в Педро-Галехо, он тоже это рыбацкие домики. Когда я говорила про небольшую причесанность этого района Педро-Галехо по сравнению с Эль-Пало, то я имела это в виду. Но зато, если ты зайдешь дальше за ним, уже за первую линию пляжа, то ты увидишь уже красоту этого района. Он тихий, спокойный, зеленый. Здесь огромное количество школ по изучению языков. Но особенно, конечно, испанского для иностранцев. Очень много школ, они все частные, они все аккредитированы институтом Сервантеса. Вы знаете, что это самый главный институт, который принимает экзамены DELE для испанского языка. И многие иностранцы сюда приезжают. Не знаю, успевают ли они что-то выучить, но чтобы в этой расслабленной атмосфере, мне кажется, они просто наслаждаются пляжем, тусуются и ничего не выучат. Тем более курсы это очень дорогие. Это не сравнить с официальной школой языков Малаги, где цены просто копеечные, когда там 50-70 евро в год. Я считаю, что это бесплатно. А на этих курсах, мне кажется, вы потратите только 200 евро за неделю интенсивных курсов. Там у всех разные. Смотреть про эти курсы подробно я не знаю, потому что ни на каких из них не училась и советовать не могу. Но хочу рассказать вам еще про этот район. Вот смотрите, он такой симпатичный, низкий. Вот это первая линия. Тут домики низенькие. И это вообще домики, которые принадлежали рыбакам. Как раньше считалось, вообще рыбаки – это самый, можно сказать, низший слой, то есть самые-самые бедные люди были. Жили они около моря, строили свои небольшие хаты. Многие эти домики, кстати, не зарегистрированы в кадастре, то есть они на полулегальном состоянии. Также в районе Эль-Пало. Даже было когда-то дело, когда мэр Малаги хотел снести все эти дома на первой линии, так как они не имеют легальных документов, многие, по крайней мере. То есть у большинства просто денег даже нет, платить кадастр, все это легализовать. Но что-то пошло не так, и дома не снесли. Наверное, это было не так просто сделать. Здесь живет огромное количество семей, и у них это не получилось. Я даже рада, что именно эти два района, что Педро-Галехо и Эль-Пало, они остались такими аутентичными. Здесь нет каких-то фешенебельных отелей. Здесь творится своя атмосфера. И когда ты гуляешь между этих узких улочек, этих домов, ты реально этим наслаждаешься. Особенно еще прикольно то, что вот в Педро-Галехо тут огромное количество баров классных. То есть есть черенгиты такие попроще, пляжные кафешки, как я вам рассказывала. А есть такие приятные, классные бары. Тут есть и гастробар. Того, что в Эль-Пало, в принципе, нет. В Эль-Пало там больше все-таки именно черенгиты, обычные, попроще кафешки. Как бы сказала, Эль-Пало – это район подешевле, а Педро-Галехо – это район подороже. Вот. И тут, когда идешь вечером, тут одновременно соседствуют вот эти кафешки, но также люди же тут живут, и во время ужина, то есть ты можешь увидеть, как они вот выставляют свои столы, огромные семьи сидят также недалеко от кафе, такая классная атмосфера, какой-то лаунж,
совсем не похожа на атмосферу, к примеру, если сравнить с центральным пляжем Малаги Ля Малагета. Здесь совсем все по-другому. И этот район очень-очень любят туристы, особенно иностранцы. Там всякие англичане, а местные жители, там испанцы, они, мне кажется, чуть больше предпочитают Эль-Пало. Ну, Педрогалеха тоже бывают. Оба эти района хорошие. Вот видите, я иду, такие домики, они очень-очень небольшие. И тут много. Это еще более-менее широкая улочка. А бывает то, что пляж ты спускаешься и всего лишь метром шириной, когда проходишь. Вот сейчас я вам покажу эту улочку, которая шириной чуть больше меня. Вот, смотрите. Как вам? Заценили? Конечно же, когда подходишь в кафе, очень-очень шумно. Но у этого района, помимо плюсов, конечно же, есть свои минусы. То есть, если вы семья с ребенком, которому нужно ходить в школу, здесь я не видела такого огромного количества школ, либо они располагаются на более далеких расстояниях. То есть вам придется возить этого ребенка. Особенно район же он такой, на горе стоит. То есть получается, вам придется спускаться, подниматься, так же, как в Эль-Пало. Зависит от какой части, где вы живете. То есть я когда внизу гуляла, то есть я видела, да, гвардерии, то есть детские садики. Но школ меня не заметила особо. То есть это не, я бы считаю, как бы район такой для пенсионеров, либо для туристов. Тут огромное количество туристов селится, снимают они эти виллы, эти домики или апартаменты. Даже бывает, сдаются вот эти дома прямо на пляже. И этот район, если вы молодые и вам нужна движуха, то этот район тоже не для вас. Потому что тут достаточно спокойно. То есть вся движуха есть вот на первой линии пляжа. И то это вот вечером во время, когда все ужинают. Но это такая движуха более, я бы сказала, спокойная. Это не как центр Малаги. Тут море, музыка. Бывают, конечно же, шумные испанцы, но все равно достаточно спокойно по сравнению с центром города. Это больше район для пожилого возраста, либо для туристов, которым все равно прекрасно жить в таком спокойном районе, спускаться на пляж, наслаждаться морем. Но если вы сюда просто приехали или живете в другом районе Малаги, просто приехать сюда, ощутить другую атмосферу, то это классно. В плане пляжа здесь вот такие милые бухточки, они совсем небольшие. И между ними находится вот такой типа небольшой маяк. Кстати, когда тут большие волны, вот это все пространство, оно заливается водой. Но что тут классно, если когда такое спокойное море, в принципе, тут волн вообще особо не вижу. Тут классно купаться. Если кто любит сабборд, или как по-испански падель-серф, то тут вообще просто отлично кататься. Вон дети на доске как раз. У меня тоже есть. Это для меня вообще один из любимых видов спорта летом. Скучно же просто лежать на пляже. Для меня вот именно саб – это вообще просто отличное времяпровождение. Главное, чтобы не было волн. А то, бывает, соберешься и волны, и не можешь купаться. Еще вам хотела рассказать про лодки. Мне кажется, уже в каком-то видео я рассказывала про это. Вот посмотрите на нос этой лодки. Видите, там впереди нарисован глаз. Это глаз Осириса. Это считается амулетом моряков. То есть на всех лодках Малаги, провинции Малага, сколько я видела, во всех городах, в Тормалиносе, Бенальмадане, в Малаге, везде есть глаза. Также бывает еще на носу прицепляет змею. Она тоже как бы защищает моряков, когда они уходят в море. А сейчас я хочу вам показать типичные вещи именно для Малаги и типичные два слова тоже для Малаги. Первое слово – это хабега. В принципе, вот вы видели лодки. Это называется лодка с испанского. Причем, если многие знают обычно стандартные слова для лодок, там боты и другие, то это лодка именно для провинции Малага. И сейчас еще одно слово. Кстати, напишите в комментарии, если знали это слово хабега. Или еще знаете какие-нибудь малагийские слова, тоже напишите. Кто подписан на мой телеграм-канал, то, наверное, уже слышал это малагийское слово как чамбау. Я уже рассказывала про малагийскую группу Мэри Чамбау. Многим она понравилась, такое необычное фламенко. И вот эти навесы над лодками, в которых готовят сардины, называются чамбау. Также напишите, знали ли вы это слово. Видите, за час до ужина уже подготавливают лодку, чтобы потом приготовить сардины.
Сардины для меня это самая любимая рыба Малаги. Даже больше люблю, чем бакеронес, потому что бакеронес обычно их жарят во фритюре, а сардины просто на углях. Это бомба. Но чтобы ее готовить дома, не советую. Знаете почему? Просто потому что если вы будете готовить дома, то у вас вся кухня пропахнет этими сардинами. Они очень вонючие, но вкусные. Поэтому проще прийти сюда, на пляж Педрогалехо или Эль-Пало, и попробовать здесь. Мы, кстати, нашли одно черенгито, в котором остались допандемические цены. Представляете, 2 евро за эспета. Эспета – это спашка, на которой жарят сардины. Обычно на эспета помещается 5 или 6 штучек. И вот в этом кафе от одной эспеты стоит всего 2 евро. Хотя у многих кафе уже стало от 3 до 5. И это я вам говорю цены для Малаги, потому что для других городов там цены и раньше были дороже. Мне кажется, меньше 5 евро никогда не было. Даже в том же Тормалиносе или Бенальмадоне, или вообще в других городах побережья. В Малаге вот эти районы, особенно Эль-Пало, которые не все туристы знают, и там сохраняются цены демократичные. Причем даже не только цены, еще и качество хорошее. Там рыба всегда свежая, вкусная. Так что приезжайте, пробуйте, кто еще там не был. Плюс просто ощутить атмосферу. Мне очень нравится этот район. И в воскресенье он, наверное, самый пустой. Сейчас, конечно, еще не темно. Мне кажется, самая атмосфера наступает с закатом, когда уходит солнце. Днем я тут не люблю находиться. Это очень классное место. К примеру, если вы вот закончили работать и потом поехали вечером после работы часов 7-8 сюда освежиться, прогуляться. Это просто очень-очень классно. Кстати, в районе Педрогалехо я по нему гуляла так периодически. Я даже нашла бассейн достаточно большой. Спонсирует его, кстати, пиво малагийское «Виктория». Плюс здесь есть громадный комплекс для старшего поколения, как они тут называются, de tercer edad, то есть до 3-го возраста, где люди живут как будто как в отеле, за ними присматривают. Таких отделений очень много по всей Испании, по Малаге, и здесь это достаточно распространено. Главное только деньги накопить. Всего лишь такая малость. Вот. И также я знаю, что многие всегда интересуют цены. Я посмотрела, но вы тоже можете сами посмотреть на знаменитый сайт idealista.com, на котором можно увидеть цены, сколько стоит аренда и покупка тут жилья. И вот аренда жилья, если как на испанский манер, когда 2 комнаты, зал и кухня, примерно 80 метров квадратных, и начинается от 750 евро. То есть, в принципе, как в целом цены по Малаге. Но, естественно, чем лучше здание, тем дороже цены. Там уже и 1000 евро, смотря где вы живете, чем больше размер. Потому что, как я говорила, тут очень много вилл симпатичных. Соответственно, цены тут не самые дешевые. В Эль-Пало будет подешевле. Эль-Пало более простой район. Педрогалехо подороже. Кстати, если вы были в обоих этих районах, тоже напишите мне ваше мнение, где вам больше нравится гулять, может, кто-то тут жил. У нас, кстати, в нашей группе по испанскому языку очень много иностранцев, которые снимают, либо кто-то купил дом в Эль-Пало. В Педрогалехо не слышала. И я так понимаю, это связано с тем, что в Эль-Пало просто домики дешевле. Как-то так. И почему про Педрогалехо, с чем он славится, и вообще его название. Я раньше думала, и даже читала тоже, то, что очень многое время долго думали, что Педрогалехо связано с названием с камнем. Вот Педре, и Галехо, как галька, как у нас. В принципе, Педрегаль вообще, если такое слово испанское, то есть фактически как галька у нас. Но нет, оказалось на самом деле то, что этот район, раньше тут долгое время не было трассы вдоль моря. Все почему-то, что был ручеек, и там еще природные обстоятельства еще в начале 20 века, что просто он был непроходим. И вот из-за этого и пошло его название. Друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео, было интересно узнать немножко об этом районе. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите, всем отвечу. Ну что, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал
чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на мой канал Telegram, в котором я даю информацию, которую нет на YouTube, и более оперативную обо всех событиях, рассказываю о музыке. Ну что, до встречи, адьос, пока.